На первый взгляд Алексей был человеком, которого каждая семья могла бы пожелать видеть рядом со своей дочерью. Высокий, спортивный, с безупречной улыбкой, он очаровал всех с первой встречи. Когда Кира привела его домой на знакомство, ее родители, Мария и Владимир, сразу одобрили выбор дочери. Алексей демонстрировал уважение, рассказывал о своей работе в IT-компании и нежно держал Киру за руку. Единственное, что смущало Марию, Алексей редко рассказывал о своей семье. «Родителей давно нет, вырос в интернате», — спокойно объяснил он, не проявляя эмоций. Ну что ж, главное, что он нашел в себе силы добиться всего сам, успокаивал жену Владимир. Молодая пара съехалась через полгода. Они сняли уютную квартиру недалеко от родителей Киры, и семейные обеды стали регулярной традицией. Все шло идеально. До тех пор, пока что-то странное не стало всплывать на поверхность. Мария первой обратила внимание на перемены в дочери. Кира, раньше такая открытая и жизнерадостная, вдруг стала отстраненной. Она больше не делилась историями о своей работе, перестала приглашать подруг в гости. Когда мать спросила о причинах, Кира ответила уклончиво: «У нас все хорошо. Просто много работы». Но однажды Мария заметила, что на запястье Киры красуется свежий синяк. «Кира, что это?» Не удержалась она. «Ого, да это я на кухне, случайно ударилась». «Все нормально», — поспешно ответила дочь, отводя взгляд. Мария не поверила. Ее материнское сердце подсказывало, что за этим кроется что-то большее. Она поделилась своими переживаниями с Владимиром, но тот отмахнулся. «Ты слишком все усложняешь. Может, правда случайность». Одним вечером, когда Мария сидела на кухне, уставшая после рабочего дня, ее телефон разорвался от звонка. На экране высветилось имя Кира. «Мама». Голос дочери был дрожащим. «Мы с Лешей поссорились. Я могу приехать к вам?» Мария кивнула мужу и ответила: «Конечно, приезжай». Через полчаса Кира стояла на пороге, пытаясь сдерживать слезы. «Он стал таким нервным», — начала она, садясь за стол. «Постоянно проверяет мой телефон, контролирует, с кем я общаюсь. Если что-то не нравится, он начинает кричать». Владимир нахмурился. «Он что, руку поднимал на тебя?» Кира отрицательно покачала головой, но Мария уловила тень сомнения в ее глазах. На следующий день Владимир решил поговорить с Алексеем. Он пришел в квартиру дочери, надеясь на честный разговор. Однако стоило ему затронуть тему их недавней ссоры, как Алексей резко изменился. Его лицо побледнело, глаза сузились. «Лучше не лезьте в наши дела», — бросил он ледяным тоном. «Иначе можете пожалеть». Владимир почувствовал, как кровь застыла в жилах. «Ты мне угрожаешь?» — спросил он. Алексей улыбнулся, но в этой улыбке не было ничего дружелюбного. «Это не угроза. Просто совет». После этого разговора Владимир не на шутку встревожился. Его дочь жила с человеком, который не только был груб и вспыльчив, но и не боялся угрожать ее родителям. Он поделился опасениями с Марией, и они вдвоем решили, что необходимо выяснить, кем на самом деле является Алексей. Мария вспомнила, как однажды Алексей рассказывал о своем опыте работы в крупной IT-компании. Она связалась с отделом кадров этой фирмы, чтобы узнать, работал ли там когда-нибудь такой сотрудник. Ответ был неожиданным. Никакого Алексея с указанной фамилией в штате не числилось. Более того, в базе данных компании он не значился вообще. Тем временем Владимир обратился за помощью к своему старому другу, Ивану Петровичу, отставному полицейскому. Тот согласился осторожно проверить информацию о зяте. После нескольких дней поиска Иван пришел с новостями, которые повергли Владимира в шок. «Алексей Петров?»
«Такого человека не существует», — сообщил он. «Настоящее имя твоего зятя — Михаил Сорокин. Он был фигурантом нескольких уголовных дел, связанных с мошенничеством и даже насилием. Правда, ему всегда удавалось избежать суда». Владимир почувствовал, как внутри у него закипает ярость. Он хотел немедленно рассказать обо всем Кире, но Мария его удержала. Если он такой опасный, нужно действовать осторожно. Кто знает, что он может сделать, если поймет, что мы его разоблачили. Тем временем Алексей начал замечать, что семья Киры ведет себя странно. Он стал нервным, более агрессивным, и это отражалось на Кире. Она часто плакала и все реже выходила из дома. Мария, опасаясь за ее жизнь, начала звонить дочери каждый день, проверяя, все ли в порядке. Однажды Кира, рыдая, призналась матери. «Мама, он сказал, что если я решу уйти от него, он сделает так, чтобы мне больше никогда не пришлось никуда уходить. Я боюсь, что он не шутит». Мария поняла, ситуация выходит из-под контроля. Она и Владимир решили, что больше ждать нельзя. Владимир и Иван Петрович разработали план. Они собрали достаточно доказательств против Алексея, копии старых дел, свидетельства его жертв и даже фотографии, на которых он фигурировал под другим именем. Втайне от дочери они организовали семейный ужин, куда пригласили всех, кто мог помочь в разоблачении зятя. Алексей пришел, ничего не подозревая. За столом царила напряженная атмосфера. В какой-то момент Иван Петрович встал и разложил перед Алексеем фотографии и документы. «Михаил Сорокин, верно?» — спросил он. Алексей застыл. Его лицо мгновенно изменилось. На нем больше не было улыбки. «Вы с ума сошли?» «Что за глупости?» Попытался он отмахнуться, но голос его дрогнул. «Мы знаем все», — твердо сказал Владимир. «Ты угрожал нашей дочери, скрывал свое прошлое. Теперь это закончится». Алексей, поняв, что его раскрыли, резко вскочил со стула. «Вы пожалеете об этом», — процедил он, прежде чем выбежать из квартиры. Этой же ночью Кира пропала. Когда Мария пришла к ней домой, дверь была открыта, а квартира пустовала. На полу валялась разбитая лампа, а рядом — телефон дочери. Мария едва удержалась на ногах, увидев пустую квартиру и следы борьбы. Владимир, стиснув зубы, сразу набрал Ивана Петровича. «Он забрал Киру», — сказал Владимир, стараясь держать голос ровным. «Нужно найти ее до того, как он что-нибудь сделает». Иван отреагировал моментально. Он поднял своих бывших коллег, подключил полицию и организовал поиски. Они проверяли все — камеры наблюдения, звонки с телефона Киры и любую информацию, которая могла бы указать, куда Алексей мог увезти девушку. Через несколько часов Иван позвонил. «Мы нашли старый дом за городом, который он арендовал. Судя по записям с камер, он был там недавно. Выезжаем туда». Мария и Владимир настояли, чтобы их взяли с собой. Полицейские согласились, но велели держаться на безопасном расстоянии. Тем временем Алексей завел Киру в полуразрушенный загородный дом. Его лицо, обычно скрывающее эмоции, теперь казалось перекошенным от злости. «Ты все портишь», — прошипел он, бросая ее на старый диван. «Ты должна была быть со мной, а не с этими доносчиками». Кира сжалась, ее сердце бешено колотилось. «Я не знала, что они», — начала она, но Алексей перебил ее. «Замолчи. Ты останешься со мной, понимаешь? Никто не заберет тебя». Он стал ходить взад-вперед по комнате, поглядывая в окно. Затем, услышав шум снаружи, Алексей схватил нож. Если кто-то придет, они пожалеют. Дом был окружен.
Полиция притаилась в тени, готовясь к штурму. Иван Петрович, ведущий переговоры, через громкоговоритель пытался уговорить Алексея сдаться. «Михаил, мы знаем, что ты здесь. Ты окружен. Отпусти девушку и выйди с поднятыми руками». Ответом был грохот захлопнувшейся двери. Алексей, понимая, что выбора нет, затащил Киру к окну, приставив нож к ее горлу. «Никто сюда не войдет!» — закричал он. «Или она умрет!» Кира, чувствуя лезвие у кожи, с трудом сдерживала слезы. Алексей крепко держал ее, но она заметила, как его рука слегка дрожит. Снаружи Владимир вышел из машины и, несмотря на протесты полиции, двинулся к дому. «Михаил», — сказал он громко, но спокойно, — «послушай, ты не сможешь уйти. Все кончено. Отпусти ее, и мы поговорим. Не приближайся», — выкрикнул Алексей. «Уйдите, или я сделаю это». Владимир продолжал идти, его голос оставался твердым, но не агрессивным. «Михаил, ты не хочешь причинять ей боль. Она ничего тебе не сделала. Позволь ей уйти». В этот момент Кира увидела свой шанс. Когда Алексей отвлекся на Владимира, она резко ударила его локтем в живот. Он вскрикнул и ослабил хватку. Лезвие скользнуло вниз, не задев ее. Полиция ворвалась внутрь, сбив его с ног. Алексей сопротивлялся, выкрикивая угрозы, но его быстро скрутили и вывели из дома. Кира выбежала наружу и упала в объятия отца, зарыдав. «Все кончено, милая», — прошептал Владимир, прижимая ее к себе. После ареста Алексея, или Михаила, как его называли в полицейских отчетах, его полное преступное прошлое было раскрыто. Обман, мошенничество, угрозы и даже попытки убийства. Его жертвы начали вспоминать о преступлениях, которые оставались безнаказанными. Теперь он уже не мог избежать суда. Кира долго восстанавливалась после пережитого. Она начала работать с психологом, чтобы справиться с травмой, и постепенно возвращалась к нормальной жизни. Мария и Владимир еще больше сплотились как семья. Они поняли, как важно доверять своему чутью и поддерживать друг друга в самых сложных ситуациях. Однажды, сидя за семейным обедом, Владимир взглянул на дочь и жену. «Теперь все будет хорошо», — сказал он, сжимая руку Марии. И Кира улыбнулась, впервые за долгое время почувствовав себя в безопасности.